Всем привет! Рада видеть вас на своем канале, и в этом видео я хочу связать вот такую сумочку крючком. И это моя первая сумочка, связанная в технике брioche крючком или крючком как спицами. Обычно я вам показываю какие-то узоры, шапочки или новогодние шарики, но вот у меня дошли руки до сумочки. И данную сумочку я вяжу из тонкой трикотажной пряжи. Это трикотажная пряжа халва от пряжи Центр. Это пряжа с лицевой нарезкой. В такой пряже мне потребуется 2 мотка. Я показываю на экране вам 3 мотка, но на самом деле для самой сумки я использовала только 2. Ручку я вот сделала готовую, я взяла точнее ручку готовую. Если вы будете делать вязаную ручку или, допустим, хотите сделать рюкзачок по такой же схеме, по такому же принципу, то, конечно, берите тогда 3 мотка. И для данной сумочки я возьму крючок 7 миллиметров, хотя вам, скорее всего, покажется, что этот крючок толстоват для тонкой трикотажной пряжи, но поверьте моему опыту, вязать в данной технике лучше чуть более толстым крючком. Для основного полотна нужно набрать число петель кратное 6 плюс 3 петли для симметрии. Я набрала для самой сумки 63 петли, но показывать вам узор буду на меньшем числе петель. Наберу 21 петлю. Итак, петли набраны, у меня набрана цепочка в 21 петлю. Если мы обратимся к готовому полотну сумочки, то можно увидеть, что край здесь как бы состоит из чуть-чуть других петель. Я пыталась здесь сделать обычную резинку из обычных петель, да, то есть если весь узор связан с лицевой стороны соединительными петлями с накидами, то для сужения что одного края, что второго я использовала обычные соединительные петли. И также могу сказать, что несмотря на всю витиеватость данного узора, он на самом деле вяжется очень просто и состоит всего из 2 рядов, а сами по себе эти 2 ряда состоят из самой простой числовой последовательности и чередования петель. 6, 12, 6, 12, 6, 12. Что первый, что второй ряд. И тогда вот эта последовательность, если вы все сделаете правильно по моему описанию, ляжет вот в такой красивый, замысловатый узор. Итак, первый ряд, первый отрезок. Делаю воздушную петлю подъема, поворот, вкалываю крючок в перемычку. Первый ряд, когда я вяжу по наборной цепочке, я буду вкалывать крючок в перемычке. Подхватываю рабочую петлю, делаю соединительную. 1. Следующую точку 2. Следующую точку 3. Итак, первый отрезок это 3 обычных соединительных петли. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону снова 3 обычных соединительных петли. Начинаю по второе звено от крючка. И здесь я уже вяжу за дальнюю дужку. 1, 2, 3. То есть за перемычку я вяжу только по наборной цепочке. Воздушная петля подъема, поворот. Воздушную петлю подъема, поворот я сделала. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка за дальнюю дужку. 1, 2, 3. Дохожу до ступеньки, и правило вязания таких узоров очень простое. Вяжу ступеньку, делаю сцепку. Я вот так вот оттягиваю вот эту перемычку от поворота. Просто здесь крючок у меня достаточно толстый, и он не очень острый. Вкалываю крючок вот в эту перемычку от поворота в нижний ряд и делаю соединительную петлю. Получается вот такая сцепка, ее хорошо видно, и это 4-я соединительная петля. Продолжаю вязать по наборной цепочке. Вкалываю в перемычку. 5, 6, 7, 8, 9, 9 обычных соединительных петель. Воздушная петля подъема, поворот. А вот дальше я начну делать соединительные петли с накидом. И вот та сторона, которая сейчас находится снизу изделия, это будет лицо моей работы. Делаю накид на крючке, вкалываю крючок снова во второе звено от крючка за дальнюю дужку и вяжу. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И вот он начинается раппорт. Дальше будет 12 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. Потом опять 6 соединительных петель с накидом, опять 12, 6 и так, пока не дойду до конца ряда. Итак, снова во второе звено от крючка вяжу 12 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. 6 провязала, дохожу до ступеньки. Снова отодвигаю перемычку, вкалываю в нее крючок в нижний ряд. Это сцепка 7. И снова я вяжу по наборной цепочке. 8, 9, 10, 11, 12. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке. И вяжу 6 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. Ну и, как я уже сказала, продолжаю чередовать до конца ряда. 12, 6, 12, 6, 12, 6. Пока не дойду вот до этой точки. Фактически у меня остался здесь всего один раппорт. Итак, я дошла до края. И здесь мне нужно по раппорту связать еще 6 соединительных петель с накидом. Но вы помните, что я немножко изменила конструкцию в крае, для того, чтобы в крае была резинка более плотная. Вот он, этот край, и 3 петли краевых здесь вяжутся всегда обычными соединительными петлями. Поэтому в данном случае вяжу так. Воздушная петля подъема, поворот, вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю дужку, вяжу 3 обычных соединительных петли. И дальше 3 соединительных петли с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля подъема, поворот. И заканчиваю первый ряд 6 обычных соединительных петель. Начинаю второе звено от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На этом первый ряд закончен. Дальше второй ряд. Основная последовательность 6, 12, 6, 12, она будет актуальна и для второго ряда. Единственное, что мы сместим узор на 3 петли, для того, чтобы получились в шахматном порядке такие веточки, да, и мы поменяем чередование. Там, где мы вязали обычные петли, будут теперь петли с накидами, а там, где вязались петли с накидами, будут обычные петли. Итак, второй ряд. Как же он вяжется? Воздушная петля подъема, поворот, и начинаю 3 обычных соединительных петли, потому что это край, здесь резинка. 1, 2, 3. Воздушная петля подъема, поворот, опять 3 обычных соединительных петли. 1, 2, 3. Воздушная петля подъема, поворот, и теперь итого будет 9 петель, из них 3 первых это обычные соединительные петли, а оставшиеся 6 это петли с накидом. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 1, 2, 3. И я дохожу до ступеньки. Здесь ступенька выйдет на лицо, потому что лицевая сторона вот эта. И значит, я вкалываю крючок в 2 нити. Смотрите, опять повторюсь, крючок у меня не острый. Я сначала
Вколю крючок все в ту же в перемычку краевую и подхвачу крючком еще вот эту ниточку. Вот так. Вот как должно получиться. Дальше делаю накид на крючке вот сюда. И затем вкалываю крючок во второе звено от крючка. И делаю соединительную петлю с накидом через все нити на крючке. Подтягиваю, подтягиваю. Это получается 4, 5, 6. Опять вкалываю крючок в 2 ниточки. То есть вот перемычка. И подхватываю еще вот эту ниточку. Рабочей ниткой делаю накид на крючке. И вкалываю крючок за заднюю петлю в нижний ряд. И делаю снова сцепку. 7, 8, 9. Воздушная петля подъема и поворот. И дальше вот как раз начинается раппорт, то самое чередование. 6, 12, 6, 12, 6, 12. Итак, вкалываю крючок в перемычку. Во вторую петлю от крючка вяжу 6 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот и 12 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дохожу до ступеньки, вкалываю крючок в перемычку, в ниточку, делаю накид на крючке, семь, 8, 9. Вкалываю опять крючок в перемычку в ниточку. 10, 11, 12. Воздушная петля подъема. Да, и продолжаю так чередовать 6, 12, 6, 12, 6, 12. У вас будет более длинное полотно. Встречаемся здесь в последнем раппорте. Опять покажу, как завершить данный ряд. Итак, вот у меня идет последний отрезок из 12 петель, да, последняя часть раппорта. Здесь я делаю 9 первых с накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, подтягиваю, 8, 9. И, как я уже говорила, 3 последних мы делаем всегда без накидов, да, мы делаем обычные соединительные петли, но здесь первая это сцепка, а вот сцепку всегда лучше сделать с накидом. Поэтому вкалываю крючок в перемычку, в ниточку, вот 2 нити подхватила, все еще делаю накид на крючке, да, в нижний ряд, подтягиваю, подтягиваю. Это 11, это 10 было, 11 и 12. Воздушная петля подъема, поворот и дальше завершение ряда. 6 обычных соединительных петель,
воздушная петля подъема, поворот, 3 соединительных петли с накидом, 2, и 3 обычных соединительных петли. Раз, 2, 3. Сделаю воздушную петлю подъема, поворот для удобства. И на этом будет готов второй ряд. И дальше в высоту продолжаю вязать, повторяю первый и второй ряд. Всего таких повторений у меня было 5. То есть здесь у меня 63 воздушных петли в наборе, и 5 раз я повторяю первый и второй ряд. Единственное различие будет дальше, это то, что первый ряд, во всех последующих рядах мы вяжем уже за соединительную петлю, не за перемычку, да, и то, что делаем каждую сцепку. Здесь будет просто больше сцепок. Ну, я надеюсь, что это понятно. И финальный ряд, как вы видите, здесь край гладкий, он не ребристый, как вот у меня получился, да. Здесь тоже финальный ряд второй, просто потом я провязала еще один ряд просто соединительной петли. Так, как он вяжется, это заключительный ряд. Воздушную петлю подъема я сделала, поворот, начинаю во второе звено от крючка, вяжу просто соединительные петли. Дохожу до ступеньки, вкалываю крючок. Сначала я ее отодвину, потому что крючок у меня все-таки тупой. Вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд, делаю сцепку. Опять ступенька, опять отодвину ее руками. И снова вкалываю крючок в перемычку. Нижний. И на этом получается вот эта деталь, изнанка, вот оно лицо, вот эта деталь на этом будет закончена. И дальше давайте свяжем вот эту боковую деталь. Следующая деталь это будет единая деталь, которая пройдет от одного края, охватит верх данной сумки и охватит следующий край. Итак, беру всю ту же пряжу, тот же крючок, и я набираю 71 воздушную петлю. Раз. Петли набраны, и перехожу к вязанию первого ряда. Делаю воздушную петлю подъема и вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю перемычку, за перемычку. И вяжу соединительные петли. Эта деталь будет просто деталь, состоящая из обычных соединительных петель и соединительных петель с накидом, и вязать мы ее будем без укороченных отрезков. То есть просто вяжу 71 соединительную петлю для первого ряда за перемычку. Так, заканчиваю первый ряд. Вот она, последняя петля. Здесь я не делаю узелочка в самом начале, да, у меня просто 71 петля воздушная, и по ней я вяжу 71 соединительную. На трикотажной пряже я никогда практически не делаю узла, когда я вяжу вот наборную цепочку, потому что мне кажется, он очень сильно утолщает край. Итак, второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю дужку, и здесь делаю соединительные петли с накидом за дальнюю дужку. Их тоже будет 71. И таким образом я чередую первый и второй ряд. Подхожу к концу второго ряда, и здесь вот была последняя соединительная петля с накидом. Снова воздушная петля подъема, поворот, и смотрите, у меня образовалась одна косичка. Я вяжу так, чередую первый и второй ряд, пока не образуется 3 косички. Дальше
снова первый ряд, во второе звено от крючка за дальнюю дужку теперь, да, то есть только по наборной цепочке мы вяжем в перемычку, во всех остальных случаях мы всегда вяжем за дальнюю дужку. И так чередую, как я уже сказала 100 раз, первый, второй ряд. Я связала 6 пар рядов, то есть вот у меня образовалось 3 косички, 1, 2, 3. И следующая пара это снова сперва первый ряд, да, нечетный, делаю воздушную петлю подъема поворот, а вторую петлю от крючка за дальнюю дужку начинаю вязать и вяжу соединительные петли. Смотрите, я здесь сделала разметку маркером, я повесила маркер на 22 петлю от этого края и также повесила маркер точно так же на 22 петлю от следующего края. И в середине у меня осталось 27 петель. Между маркерами маркеры я в этом случае не считаю. И здесь я буду делать отверстия между маркерами. То есть сначала я вяжу 22 соединительных петли за дальнюю дужку до первого маркера. Так, вот последняя 22 соединительная петля в маркированную. Дальше я делаю 27 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И продолжаю с другой стороны вязать снова соединительный. Вкалываю сначала крючок за дальнюю полупетлю в маркированную петлю и вяжу теперь соединительные петли. Здесь их снова будет 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну и так вяжу до конца ряда. Этот ряд я связала, начинаю следующий. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, во второе звено от крючка вкалываю крючок и здесь снова вяжу соединительными петлями с накидом за дальнюю полупетлю. Дойдем до воздушной цепочки и покажу, как я там вяжу. Итак, я подхожу к отверстию, вот это еще у меня петля не по воздушной цепочке, и вот началась воздушная цепочка. И вот эту воздушную цепочку я вот так вот разворачиваю, и здесь по ней я буду снова вкалывать крючок за перемычку, потому что я так хочу, да? Снова делаю накид на крючке, вкалываю крючок в перемычку и вяжу соединительные петли с накидом. Три. В общем, вяжу так по цепочке, дальше снова перейду на вязание по обычным соединительным петлям. Так, у меня здесь еще 2 петли остается. Так, вот она, последняя воздушная, и здесь перехожу на вязание по соединительным петлям, да, за дальнюю дужку, как обычно вяжу. Делаю соединительные петли с накидом за дальнюю дужку. И так уже вяжу до конца ряда. То есть вот должно получиться вот такое отверстие. Довязала я данную пару рядов, вот получается отверстие. И дальше я продолжаю снова вязать такими рядами, нечетный и четный ряд повторяю. Здесь, смотрите, после отверстия у меня 1 косичка, мне нужно, чтобы после отверстия было 4 косички, то есть я делаю еще 6 рядов. Довязала я данную деталь до отверстия, у меня 3 косички, 1, 2, 3. После отверстия 4 косички. 1, 2, 3, 4. И закончила этот ряд нечетным рядом. То есть это тот ряд, который после соединительных петель с накидом вяжет обычные соединительные петли. Вот у меня закончилось вот так. Видите, хвостики на одной половине. Длинную нитку вот эту не обрезая, ей я буду сшивать обе детали. Но сперва нужно сделать разметку маркерами. Как я делаю разметку на длинной детали, в которой есть отверстие? Я от каждого края отмечаю, отсчитываю 28 петлю. Это 28 петля, вешаю на нее маркер. Вот это тоже 28 петля, на нее тоже вешаю маркер. И здесь точно так же это 28 петля и это 28 петля. Длинную нитку в конце я не обрезаю. Этой ниткой я буду сшивать. И в конце я не делаю воздушную петлю. Я просто данную нить вывожу через
петли для того, чтобы петля закрылась, и для того, чтобы потом мне сшить этой ниткой свое изделие. На основной детали разметку маркерами я делаю точно так же. От каждого края я отсчитываю 28 петлю и вешаю на нее маркер. 28, это тоже 28, это тоже 28 петля, и это тоже 28 петля. Теперь совмещаю детали друг с другом. Совмещаю основную деталь и совмещаю боковую деталь. И смотрите, дальше я эти маркеры открываю, да? И здесь 28 петлю я скалываю вместе с первой петлей. И так я поступаю с каждым маркером. Снова. Вот у меня 28 петля. Я ее скалываю с первой петлей на противоположной детали. Данное изделие будет сшиваться по принципу бейсбольного или теннисного мяча. Да? Здесь опять маркированную петлю скалываю с петлей, которая в углу. То есть это либо первая, либо последняя петля рядом. Так, переверну изделие. И опять. И поступаю так со всеми точками. Так, все точки сколола, и теперь остается лишь сшить. Нет, не все, вот здесь не сколола. А, нет, я здесь сколола, просто скалывание вылетело, да. Следите за этим, чтобы вот последняя петля и маркер ее не открыл. Да? Ну, давайте как-нибудь потуже это все сделаем. Допустим, вот так. Вот. И теперь перехожу к сшиванию. То есть я подхожу к той точке, где у меня петля с ниткой. Вот она, да? Вот, синий маркер ее обозначает. И смотрите, рабочая нитка. Вот так мы держим ее. Так, давайте сниму маркер, оставлю только на 28 петле. Вот она, рабочая нитка, она уже выходит из петли, из последней петли, да? То есть мне нужно, чтобы соединить деталь, мне нужно эту рабочую нитку вот сюда вколоть, да? Я беру свой крючок, семерку, этим крючком я работала, подхватываю рабочую нитку и вкалываю в маркированную петлю. Это получается подъемная петля, соединительный столбик. И дальше работаю следующим образом. В полупетлю на одной половинке, в полупетлю на второй половинке. Подхватываю рабочую нить, делаю соединительную петлю, да? То есть я захватываю задние полупетли и вяжу соединительными петлями по краю данного изделия. Число петель по периметру в моих обеих деталях, и в той, которая основная, и в той, которая боковушка, оно одинаковое. Число петель включает вот эти вот краевые пимпочки, да? Если вы их пересчитаете, то у вас будет что пимпочек, что пимпочек плюс петель на одной половинке и пимпочек плюс петель на второй половине одинаковые. И, в общем, вот так вот я вяжу соединительными петлями по периметру. Здесь можно использовать любой шов, можно использовать трикотажный шов. Если вам хочется, используйте его. Я вот вяжу соединительными петлями, потому что число петель, повторю еще раз, одинаковое, поэтому здесь любой шов, который сшивает по петлям, сшивает петля в петлю, отлично подойдет. Мне кажется, что соединительный шов обычными соединительными петлями вот отлично вписывается в саму фактуру вязания, он прям вливается и как-то даже дополняет ее. Ну, немножко выделяется на вязание, но ничего страшного. Маркеры, все маркеры, которые проложены на данном изделии, они будут подсказками. То есть если вы все правильно посчитали, все правильно разложили и правильно скрепили, то у вас сойдется то, что вы вяжете, и то, что сцеплено маркерами. Если это не сходится, значит где-то ошибка. Сейчас я дойду до первого маркера, покажу вам, как сшивать деталь, когда у вас будут пипочки, куда вкалывать крючок, ну и дальше самостоятельно будете работать.
Также следите за тем, чтобы нитка была снизу, она должна быть внутри изделия, да, то есть может случиться такая ситуация, что у вас нитка будет на лице. Вот я рабочую нить, ее здесь даже не видно, но она вот там есть. Она внизу изделия, да, ее не надо выводить на лицо, тогда все будет очень красиво и аккуратно сшиваться. Так, вот как раз я подхожу к первому маркеру, и смотрите, что у меня получается. Вот предпоследняя петля с предпоследней петлей. И вот те 2 петли, которые сцеплены маркером, они как раз сейчас у меня будут сцеплены крючком. То есть я все делаю верно. Вот. Можно маркер этот уже снять, он больше не нужен. И теперь поворот. Вот я повернула и перехожу на обвязывание, на сшивание вот этих вот пимпочек. И с одной стороны будут пимпочки, с другой стороны будут все те же полукосички. Здесь я вкалываю крючок вот так, то есть в каждую пипочку просто, смотрите. Вот, у пипочки есть нить, и есть вот она воздушная петля, которая была петлей поворота. Вот так я вкалываю крючок на этой стороне, там, где пипочки. И на противоположной все так же в дальнюю полупетлю. Подхватываю, делаю соединительную. Здесь, опять-таки, число пипочек и петель, оно сойдется между маркерами. Так, снова вкалываю в кромочную, опять вкалываю и опять в кромочную. И вот смотрите, по лицевой стороне остается вот такая вот косичка. На мой взгляд, очень аккуратно и достаточно красиво получается. И такой шов вязание не портит. Хотя он прям на лице, на самом видимом месте получается. Так. Если в пимпочке вам вкалывать сложно крючком, которым вы вязали, то возьмите крючок на номер меньше. Здесь все это возможно. Я не рекомендовала бы прям всю сумку сшивать крючком на номер меньше. Мне кажется, так можно стянуть полотно по периметру, и немножко оно у вас его поведет. А вот именно вкалывание в пимпочку можно делать так. Вот я дохожу до завершения. Вот 2 петли, раз, два, и вот у меня 2 пимпочки, раз, два остается. И опять то, что я отметила маркерами, у меня опять это все совпало, значит, все делаю верно. Потому что вот она, маркированная петля, да? И по ходу вязания как раз у меня маркированная петля. Так. И так. Ну и продолжаю так сшивать по периметру. Вот смотрите, вот так этот шов пойдет. Затем вот так он пойдет по обратной стороне, и он сойдется вот в этой точке. Встречаемся здесь, покажу вам, как просто завершить данную сумку. Так, я вот дохожу до последних стежков, то есть здесь у меня должны сойтись, да, вот у меня остается 3 пимпочки, раз, два, три и 3 стежка. И фактически сумочка будет сшита. Опять в дальнюю полупетлю, в пимпочку, слежу за тем, чтобы нитка была внизу, подхватываю рабочую нить, делаю соединительную петлю, опять в дальнюю полупетлю, нить опускаю вниз в пимпочку, подхватываю рабочую нить, делаю соединительную петлю. И последняя точечка. Так, здесь неудобно. Не только потому, что на камеру здесь в принципе как-то неудобно это все сшивать. Да, вот последняя полупетля. Вот она. В пимпочку. Подхватываю там рабочую нитку и делаю соединительную петлю. Здесь я еще постараюсь все подтянуть, да, чтобы ничего не торчало. И все, смотрите. Нить пришла в свою начальную точку, отсюда она выходила, сюда она пришла.
Оставляю хвостик, нитку обрезаю. Давайте уберу маркер. Это все уже не нужно. И я вкалываю крючок, вот смотрите, под обе дужки первой соединительной петли, подхватываю этот хвостик, вывожу его и здесь вот так вкалываю крючок и фактически в последнюю соединительную петлю, туда, откуда нитка сейчас выходит. Давайте даже вот так вколю. Так, вот, смотрите. Вот так. И увожу хвостик на изнанку. Там дальше я его подошью обычными нитками и подрежу. Вот, смотрите, как замкнулся шов. И вот получается шов на сумке. Единственное, что я сделала неправильно, мне еще нужно вставить вот сюда молнию. Вот в это отверстие. Здесь, конечно, будет молния, но, возможно, кто-то не захочет молнию, кто-то, возможно, захочет фермуара или еще какую-то другую застежку. В общем, смотрите, если вы захотите молнию, если вы хотите молнию, как я, то вставьте молнию в это отверстие до того, как начнете сшивать сумку. Пока эта деталь плоская, в нее намного проще вставить молнию, чем когда уже все это сшито. Но в любом случае я это сделаю все равно. Намечаю вот так вот молнию с помощью прищепок. Здесь на камеру, конечно, шить молнию неудобно. Беру просто обычную иголку с ниткой и начинаю пришивать от одного края к другому самыми обычными ручными стежками. Каких-то особенностей пришивания здесь нет. Я всегда пришиваю молнию руками. Если у меня шнур, трикотажная пряжа, обычно машинка с такой толщиной справляется не очень хорошо. В общем, работаю так, пришиваю молнию, и фактически сумка готова. Молнию я пришила. Вот она у меня, молния с двумя собачками. Навстречу друг другу. Вставила я ее точно в отверстие, которое оставляла. По краям я использовала вот такие треугольные разъемные кольца-карабины. Что с одной стороны, что со второй. Вставляю их прям через вязаное полотно. И в качестве ручки я использую вот такой плечевой ремень, тоже от пряжи Центр. Все ссылки на их продукцию я оставлю внизу под видео. Заглядывайте туда. На Wildberries можно все это приобрести. Если вам понравилась данная сумка, смотрите, какая она классная. Она мягкая, она не держит форму. Это не то, что мы привыкли вязать из трикотажной пряжи. Вообще можно из этой формы сделать не только сумку, можно сделать рюкзак. Если вы по-другому просто закрепите ручки, по-моему, будет классный, миленький, маленький, такой мягкий, уютный рюкзачок. В общем, если вам понравилась данная сумка, понравилась данная техника, то, конечно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. У меня много узоров в данной технике. И она не часто применяется для трикотажной пряжи, но вы обязательно найдете что-то, что, что подойдет для вашего изделия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если вы этого еще не сделали. Спасибо за внимание. Пока-пока.